Нападение на НАТО. Кто его готовил и кто раскрыл эту спецоперацию? Но утечка случилась, и теперь все на ушах. Взрывы, пожар, паника и разрыв связи. Новая реальность для регионов России. Теперь горят не только заводы. Что, где и как скрывают власти. Триллионы долларов под угрозой. Одно решение суда может перевернуть крупнейшую экономику мира и обрушить глобальный порядок. Это может коснуться каждого. Охота на российские подлодки. Германия готовится к невиданной операции на море. Шары, дроны и страх. Границы дрожат, Европа закрывает небо. Беларусь делает вид, что ни при чем. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина готовила операцию против НАТО. Коварный план киевского режима сорвали российские чекисты. Федеральная служба безопасности заявила, что, цитирую, сорвала крупную операцию украинской разведки и ее британских кураторов. Киев, по версии ФСБ, собирался угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», чтобы устроить провокацию против Альянса. Украинские спецслужбы хотели использовать самолет, чтобы активизировать действия НАТО против России. По версии продолжателей дела Дзержинского, украинская разведка предлагала российским пилотам до $3 миллионов за самолет, чтобы направить его в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынской Констанце. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран. Там, уверяют ФСБ, самолет должны были сбить силы ПВО НАТО, после чего Москва получила бы повод обвинить Альянс в агрессии. Как рассказали ТАСС источники в спецслужбе, к операции якобы привлекали расследовательскую группу Беллингкэт, которую в России называют прикрытием британской разведки. По их версии, украинцы даже обсуждали возможность отравить командира экипажа, чтобы штурман смог угнать истребитель в одиночку. ФСБ заявили, что благодаря их действиям масштабная провокация сорвана. А помните, как все начиналось? Россия напала на Украину, чтобы та присоединилась к НАТО, а теперь ФСБ России защищает Альянс от коварных планов киевского режима. Что они там на Лубянке в чай добавляют? Россиян начали карать за неправильную подписку в Телеграм. В Ростове-на-Дону и Батайске суды оштрафовали 2 женщин на 5000 рублей за подписку на канал антивоенного комитета России, признанного в стране нежелательным. По данным местного канала «Чё по Ростову», судьи посчитали, что Алиса Анисимова и Галина Зазимко участвовали в деятельности нежелательной организации. Приговоры вынесли еще 23 и 29 октября, но стало известно о них только теперь. Это первый известный случай, когда россиян наказывают за простую подписку на телеграм-канал. Напомню, в октябре ФСБ возбудило уголовное дело против Михаила Ходорковского, Михаила Касьянова, Гарри Каспарова, Дмитрия Гудкова и других участников антивоенного комитета. Их обвиняют в попытке захвата власти и создании террористического сообщества. Теперь подписка на такие ресурсы может стоить не только денег, но и свободы, особенно с тех пор, как в сентябре власти приравняли поиск экстремистских материалов к отдельному правонарушению. Еще недавно Дональд Трамп обещал раздать американцам по паре тысяч долларов из собранных его администрацией пошлин на зарубежные товары. Теперь президент США предупреждает, страна может потерять огромную сумму. Американский президент заявил, что Соединенным Штатам придется вернуть другим странам более $2 триллионов, если Верховный суд признает введенные им импортные пошлины незаконными. На прошлой неделе Верховный суд начал рассматривать вопрос, имел ли президент право вводить тарифы, ссылаясь на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Если суд решит, что Трамп превысил свои полномочия, Белому дому придется пересмотреть всю тарифную политику, а механизм быстрого введения пошлин фактически рухнет. Если же суд поддержит Трампа, тарифная война США с другими странами может стать еще более жесткой. У нас будет более 18 триллионов долларов. К концу моего первого года у нас будет более 20 триллионов долларов инвестиций в Соединенные Штаты. Этого не будет, если мы проиграем дело о тарифах. Так что все это исчезнет. Напомним, Трамп в апреле ввел пошлины на импорт из 211 стран и территорий, объяснив это тем, что США десятилетиями подвергались разграблению и эксплуатации. Ставки выросли от 11 до 50% для 86 стран, остальные получили базовую 10%. По словам президента, только на пошлинах Вашингтон зарабатывает около $2 миллиардов в день.
Украинские беспилотники атаковали саратовский НПЗ «Роснефти» в 5-й раз за осень. Это старейшее подобное предприятие в стране. Его мощность 140 тысяч баррелей в сутки, а продукция в том числе идет напрямую на нужды армии. Воздушную тревогу объявили еще вечером 10 ноября, а вскоре в небе услышали гул двигателей и серию мощных взрывов. Местные жители сообщали о ярких вспышках и крупном пожаре, которые были видны из разных районов города. Позже удар подтвердили и в Генштабе ВСУ. Судя по сообщениям местных жителей, ударом подвергся и аэродром стратегической авиации агрессора в Энгельсе. Украинские дроны бьют по НПЗ, санкции по теневому флоту России, но в Кремле уже знают, где искать деньги на продолжение войны. Российское правительство решило потрясти бизнес. Минюст предложил в 1,5-3 раза поднять штрафы за десятки экономических преступлений, от налоговых схем и мошенничества до незаконного предпринимательства. Накануне документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Ведомости». Теперь штраф за мошенничество вырастет до 500 000 рублей, а в особо тяжких случаях до 1,5 миллиона. За уклонение от налогов до 1,5 миллиона, а если речь идет о крупных суммах, то и до 5. Незаконное предпринимательство обойдется уже не в 300 тысяч, а в 1,5 миллиона, а при особо крупном ущербе в 2,5 миллиона. В такую же сумму оценят и нарушение авторских прав. Не отстает от Минюста и Минпромторг. Тут придумали новый побор. Он будет называться технологическим сбором. Запустят его с Нового года, сообщили во вторник в ведомстве. Облагать этим сбором будут ноутбуки, смартфоны, светотехнику и другую электронику, большая часть которой в стране импортная. Позже налог распространится и на комплектующие. Максимальная ставка составит 5000 рублей с единицы товара. Минпромторг утверждает, деньги пойдут на развитие отечественной электроники, но реальный мотив прозрачен. Бюджету нужны средства. На армию и вооружение в ближайшие 3 года потратят 40 триллионов рублей, а нефтегазовые доходы уже рухнули на 27%. Захватчики продолжают наступать на Покровск, но запасы живой силы российскому командованию приходится изыскивать все более креативными методами. Новые штурмовые группы формируют за счет расформирования эвакуационных отрядов, сообщает партизанское движение «Атэш» со ссылкой на своих агентов в рядах 74-й отдельной мотострелковой бригады. В результате раненых практически не эвакуируют. Многие умирают от потери крови или переохлаждения. Снабжение и спасение больных и контуженных решается по остаточному принципу. Сначала атака, все остальное потом, если повезет. Ситуация вызывает серьезное напряжение и страх среди личного состава захватчиков, подчеркивают партизаны. Историческое событие в Израиле. Тут хотят ввести смертную казнь. В Кнессете в первом чтении принят законопроект от партии «Еврейская сила», который вводит смертную казнь для террористов, убивших израильтян. За 39, против 16. Отсутствующих нет. Сторонники инициативы празднуют, оппозиция бойкотировала. Смертная казнь может быть назначена за убийство гражданина Израиля по националистическим мотивам. Военные суды на Западном берегу получат право выносить такие приговоры простым большинством, а не единогласно. Критики указывают, на практике это будет применяться преимущественно к арабам, и такой выборочный подход вызывает справедливые правовые и этические вопросы. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поддержал проект. Те, кто убивал, насиловал и похищал, не заслуживают видеть свет дня. Но до вступления в силу документов предстоит еще 2 чтения в Кнессете и, вероятно, тяжелая политическая и юридическая дискуссия. В истории страны такая мера была применена только раз по отношению к нацистскому преступнику Адольфу Эйхману, ответственному за массовые казни евреев в Третьем рейхе. Ночью Вильнюсский аэропорт вновь оказался парализован. Причиной стали воздушные шары с контрабандой, снова прилетевшие со стороны Беларуси. Из-за угрозы 3 пассажирских самолета не смогли приземлиться в литовской столице. Их перенаправили в Каунас и Ригу. В сумме со сложностями столкнулись почти 500 пассажиров. Инциденты с контрабандными шарами в небе над Литвой происходят не впервые. Правительство страны расценило эти провокации как элемент гибридной войны и закрыло границу с Беларусью. Лукашенко де-факто захватил
захватил более 1000 литовских фур. Крепкий хозяйственник делает вид, что это не его шары. А вот у меня вопрос к знатокам. Несменяемый правит страной железной рукой 32-й год. Назначает и снимает любых чиновников, сажает недовольных тысячами, и тут вдруг возле границы в течение нескольких месяцев кто-то надувает огромные шары, запускает их в сторону Литвы, и ни пограничники, ни КГБ этих неизвестных злодеев изловить не могут. Верите в такое? Мало того, Лукашенко накануне намекнул, что будет жаловаться на литовцев американцам. Ну, обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось. Я бы со своей стороны напомнил спецпосланнику Трампа, что Александр Лукашенко большой спец по воздушным шарам. Похоже, все подзабыли, но я помню, что первыми жертвами его режима стали американские пенсионеры, которые 30 лет назад, осенью 1995 года, имели неосторожность влететь в небо над Беларусью на воздушном шаре, которых ПВО Лукашенко цинично расстреляла. НАТО просыпается медленно, но уверенно. Германия поставила на вооружение интересную новинку. Первый противолодочный самолет «Посейдон». Это одна из самых современных машин в мире, разработанная Boeing для ВМС США. Всего Берлин заказал 8 таких самолетов, и поставки продлятся до 2029 года, пишет Business Insider. «Посейдон» способен не только отслеживать, но и уничтожать подлодки. Он вооружен торпедами, глубинными бомбами и вскоре получит противокорабельные ракеты. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал покупку серьезным обновлением для флота и отметил, что эти самолеты упростят взаимодействие с партнерами по НАТО. Теперь Германия присоединилась к США, Великобритании и Норвегии, которые уже используют «Посейдоны». Немецкие экипажи смогут действовать с баз союзников, включая шотландский «Лосимут», откуда НАТО отслеживают российские подлодки в Северной Атлантике, Балтийском и Северном морях. Правда, иногда техническое состояние путинского флота настолько плачевно, что для его обнаружения не нужно никаких специальных приборов, и посмеяться над очередным русским военным кораблем может любой прохожий на берегу. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.